Всех приветствую, с вами Исаева Мария. Сегодня я расскажу о школе. Отвечу на самые популярные вопросы и, может быть, что-то еще чуть больше, чего вы не знали. Когда у вас есть уже все основания для того, чтобы законно находиться в стране, мы сейчас говорим не про визу, то ребенка возьмут в школу совершенно без проблем. Не могу сказать, если вы будете не по адресу обращаться, в смысле, если вы относитесь к другой школе, возьмут ли вас в ту, которую вы хотите, некомпетентно ответить в этом вопросе. То есть у нас Ульяна пошла в школу прямо по месту жительства, и я очень переживала о том, что как это будет. Взяли ее совершенно без проблем, то есть это была просто формальность. И при том, что если местные подают документы на детей, как мы начинаем где-то там с весны, то иностранцы, дети иностранцев могут в любое время учебного года обратиться для того, чтобы зачислить ребенка в школу. Документы, которые с нас попросили, не какие-то заоблачные, это ОЭП ребенка, свидетельство о рождении ребенка, переведенное на хорватский язык, оно заверено либо судебным переводчиком, либо, как у нас это называют, нотариальный перевод. Анкету мы заполнили, документы родителей и право нахождения в стране, то есть основания для нахождения в стране. Просто еще раз говорю, то, что если у ребенка виза, наверное, ребенка не возьмут в школу. Я мама из России. Я знаю требования и детских садов, и школ. Я обо всем на свете наслышана. Я знаю про всякие разные требования. И чешечки должны быть для мальчиков такие, для девочки сякие. Ой, а давайте мальчикам там сделаем хвостики, девочкам ушки. А давайте сандалики будут такие, а футболочки на физкультуру у всех исключительно белые, а шортики должны быть исключительно черные. И, не знаю, там тетради в кружочек такой-то, ручка зеленая должна быть исключительно там с 18 гранями. То есть, кто встречался с этим бредом, тот меня поймет. И поэтому я, признаюсь честно, я не стала сама обращаться для устройства ребенка в школу. Я обратилась к девушке, которая здесь уже живет 8 лет. Мне очень важно было человек, который хорошо говорит на хорватском языке, который готов меня сопровождать везде, был за ручку, действовать от моего имени, потому что я боялась настолько, что я не справлюсь с информацией про все вот эти тетради в кружочек, зеленые ручки, про всякие чешечки с футболочками, что мне очень нужна была помощь. И вот она меня попросила составить свой список вопросов к школе. Я составила такой внушительный список, я же мама из России, поэтому я выспросила все и про питание, и про всякую канцелярию, и про вторую обувь, и какие футболки, какие там кроссовки, я спросила все. И на что она мне потом рассказала, говорит, когда, говорит, из школы мне позвонили, говорит, первым делом попросили, говорит, чтобы мама успокоилась. Палапку. Все спокойно, так волноваться не надо. Для меня это было уже такой, типа, как это не надо? Я же мама из России, я же знаю, что сейчас должен где-то начаться лютый этот самый. Никакой тут школьной формы нет. На первом же родительском собрании учитель сказал, конечно, ребенок должен быть одет пристойно, но самое главное, что ребенок должен быть одет удобно. То, как ему удобнее будет находиться в школе, то, как ему будет удобнее получать знания. И вот это вот здесь началось то, что я люблю, потому что для меня всегда важно содержание, а не форма. То есть, что написано в тетради, а не как написано в тетради. То есть, я всегда за то, что ребенок знает, что он делает, что он умеет, а не как он это показал. Хотя иногда как, это тоже бывает важно. Мне очень понравилось 1 сентября здесь, потому что мне это очень откликнулось. Я скажу сразу честно свое мнение, все школьные линейки в России у меня вызывали просто неприязнь. Это какие-то, на мой взгляд, никому не нужные речи, какие-то обещания, какие-то планы. Стоят там себе первоклашки с этими цветами. Кстати, здесь цветы не приносят учителям. Их не заваливают цветами. То есть здесь нет никакого пафоса, но все-таки это же были первоклассники. У нас всего 2 класса в нашей школе. Всех вместе с родителями собрали на улице, было тепло. Всех очень коротко поприветствовал директор школы, он представил учителей,
потому что есть учитель в классе, который основной, и учитель на продленке. Представил, кто есть кто, и что мне просто безумно откликнулось и понравилось, что, опять же, говорю, там дети не толпились, не волновались, они стояли вместе с родителями. И, допустим, первый приглашают каждого ребенка отдельно, то есть называют его имя, фамилия, ребенок выходит, ему каждому персонально говорят «добро пожаловать». Вот для меня вот это вот и есть содержание, а не форма, потому что никаких напущенных речей, но ребенку каждому сказали «добро пожаловать». В первый же день им просто раздали учебники. В Загребе учебники дают бесплатно, но говорят, что с этого года учебники нужно будет сдавать. Я, правда, не очень понимаю, что там можно будет сдать, потому что учебники у них такие, я бы сказала, больше рабочие. Посмотрим, что будет в конце года. Выдавать бесплатно учебники придумал предыдущий градоначальник, которого в прошлом году не стало. И вот новый градоначальник сказал, выдадим бесплатно, но их нужно будет сдавать, и, видимо, они будут передаваться дальше, узнаем. Что, скажем так, немножечко отличается от России, или я просто не знаю, что это тоже так есть. В России тоже есть электронные журналы, и с помощью, заходя в электронный журнал, я знаю, когда у них расписание проверочных работ, я знаю итог проверочной работы, все, что сделала моя дочь, то есть все, что она, с какими заданиями справилась, с какими заданиями она не справилась, учитель дает свою характеристику этой работе. Если это не контрольная работа, там, не знаю, допустим, просто уроки музыки, периодически просто учитель дает комментарии о том, что выполняет ребенок, что не выполняет, что, допустим, там слышит, что не слышит в плане музыки. То есть дается какая-то общая оценка. Они результаты своих контрольных работ тоже узнают именно дома по электронному дневнику. С одной стороны плюс, с другой стороны минус, что, допустим, мы не знаем результаты контрольных других учеников. С одной стороны, это действительно должна быть закрытая информация, а с другой, мне иногда интересно, допустим, балл, который набрала у нас Ульяна, это нормально или это нет. Допустим, я считаю, что там из 50 заданий, если в 4 есть ошибка, ну, я считаю, что это нормально. А может быть, весь класс сделан на все 50 баллов, я, к сожалению, не знаю. Поэтому такой момент, хочется знать, а как же у других, чтобы понять вообще просто уровень своего ребенка. Это, наверное, так же, как и везде. Я могу договориться с учителем об индивидуальной беседе, об успехах ребенка. Тоже плюс. Я, правда, этим никогда не пользовалась, потому что мне хватает всех данных из электронного дневника. Или если мне что-то коротко, мы, естественно, утром видим учителя, учительницу, поэтому я могу задать любые интересующие вопросы. То есть пока, к счастью, наверное, не пришлось встречаться на какую-то долгую беседу. Каких-то обязательных сборов денежных в школе нет. Единственное, что в начале года на самом первом собрании учительница спросила, она сказала, что было бы неплохо, если бы у детей там по английскому и по математике были какие-то дополнительные учебники или там какие-то тетради, не помню. Это стоит столько-то. Если мы все согласны, прям все согласны, то мы подписываем документ, что мы все согласны. А она тут же сказала, что если вы там не захотите, говорит, вообще никаких проблем, все типа, ну, нормально, все, останемся, ну, что не нужно будет это покупать, все согласились, все купили. Еще что было из денег, это тоже было на усмотрение, предложили годовую страховку от несчастных случаев, она стоит 30 кун на год, защита 24 часа, то есть страховка действует 24 часа в сутки, поэтому здесь тоже было по желанию. Больше каких-то сборов не было, мы на Новый год покупали учителям просто сладкие красивые подарки, это было тоже по желанию уже от класса, а так сборов на шторы, на вентиляторы, на стул учителя, о таком здесь даже речи и не идет. Поэтому больше никаких именно выплат обязательных нет. Продленка есть, на продленке делают уроки, на продленке свой учитель, у нас учитель мужчина мате.
Для нас это немножечко дико, что мужчина в педагогике, но это перестало уже и меня тоже удивлять. Продленка стоит 200 кун. Питание, возможно, трехразовое в школе. Это завтрак, обед, и они его называют ужин, но по-нашему все-таки это полдник. Это тоже на усмотрение, можно выбрать только завтрак, можно выбрать завтрак, обед, можно выбрать трехразовое питание, можно приносить с собой. В среднем мы платим за трехразовое питание за полный месяц, получается тоже примерно 200 кун. То есть в школу мы каждый месяц платим 400 кун. Отдельно продленка, отдельно питание. Что мне нравится на продленке? Они очень много гуляют, и прям хорошо гуляют. Здесь никто на них за всякую ерунду не шикает. И они обязательно учат уроки. То есть они это все сделали. Учитель на продленке проверил их домашнее задание. И все, дальше они свободны. То есть мне нравится то, что домашних заданий я не знаю никаких. Оно мало того, что сделано все в школе, оно там же все проверено, и это огроменный плюс. Но мне все-таки кажется, что они немножечко в первом классе расхоложенные такие, потому что их ничем особо не нагружают. Мне кажется, что можно немножечко все-таки поднагрузить было капельку побольше, но задача школы сейчас в младших классах, чтобы дети полюбили школу. Это самое главное, чтобы у них не было никакой неприязни. Дети действительно любят школу, потому что в школу они бегут все с радостью. Знаете, поскольку это мой первый опыт вообще захода в школу, у нас нет даже первого учебного года полностью за плечами, я считаю, что я некомпетентна говорить о качестве хорватского образования, то есть я пока не имею никакого опыта, и поэтому судить об этом я даже не имею никакого права. Но что мне очень понравилось, допустим, проходят они математику, она идет уровня примерно так же, как и первый класс в России. Я видела задания, которые им дает дополнительно учительница. Мне очень нравится, как она их пытается запутать, как она дает даже простое сложение или вычитание, но она их запутывает таким интересным образом или дает такие задания, где нужно подумать, а что же там сделать и как там посчитать. То есть все-таки здесь присутствует какая-то логика. Может быть, это личность учителя такова, может быть, не все учителя так делают, не могу сказать. Но мне очень нравится подход данного учителя, я очень довольна. Поскольку мы не уверены, что же будет в нашей жизни дальше, как у нас все сложится дальше, у нас дочка учится параллельно еще и в российской школе. То есть программа по математике, она примерно одинаковая. Здесь есть предмет природы и дружества, или природоведение. Суть примерно та же самая. Это и времена года, и это растения, это дом, где живут какие животные. То есть суть примерно та же самая, поэтому пока мы остановились еще на параллельной российской школе, но и русский язык обязательно мы решили, что будем поддерживать. Просто говорить с ребенком или смотреть фильмы, мультфильмы, этого мало. Читает она, к сожалению, очень мало, поэтому для того, чтобы хотя бы грамотность какая-то была, русский язык ей нужен обязательно. Поэтому посмотрим, как будет дальше. Здесь английский с первого класса, потому что по классической российской программе английский начинается только со второго класса. Здесь, по-моему, с четвертого будет еще немецкий язык. И есть еще две дисциплины, они идут по выбору. Родители подписывают свое желание или нежелание о них ходить, чтобы ребенок ходил. Это информатика. Мне очень нравится, как у них построены занятия по информатике. У них 2 урока в неделю. Они ходят в зал, в класс, по компьютерный зал. У них есть какие-то современные планшеты и компьютеры, и, скажем так, информатика не оторвана от реальности совсем. Есть еще такой предмет вернаук. Мы уточнили, это только католическая религия или это все-таки история религии, потому что это разные вещи. Это католическая религия, мы от нее отказались сразу.
Но так получилось, что первое занятие по вернаук, естественно, Ульяна не пошла, а когда началось второе занятие, мне нужно было, это первые 2 урока были в школе, мне нужно обязательно было уходить на курсы, я не могла ее оставить дома, я ее отводила в школу. Я ей давала задания по российской программе, чтобы она выполняла. И Ульяна стала сидеть и слушать, что же там происходит. На что мне потом учительница наша уже сказала о том, что, говорит, она сидит, слушает, говорит, она не делает свои там какие-то задачки. И, говорит, может быть, она будет ходить на эти занятия, как ей так нравится. Мы с Ульяной дома поговорили, она говорит, мне так интересно, я, говорит, так хочу. А тут мы подумали, что, ну, вроде мы живем в католической стране, если мы будем жить дальше, то в любом случае вот от, скажем, католичества мы никуда не денемся, поэтому, ну, скажем так, это некая интеграция, в любом случае они готовятся к Рождеству, в любом случае здесь вся речь идет о католических праздниках, поэтому пусть уже ходит, ладно, ей очень нравится то, что они изучают, она дома рассказывает, ничего там такого, я очень боялась, что будет научиться какой-нибудь богобоязненности, то, чего бы я не хотела. Нет, все интересно, все здорово. Еще такой очень частый вопрос, как настроены к ребенку, к тому, что ребенок из России. Знаете, абсолютно нормально. Мне кажется, здесь вопрос не в том, что там это Россия, не Россия, в принципе, они человекоориентированные, и из какой бы, наверное, страны мы не были, к нам бы, наверное, относились хорошо, я так думаю. Мне очень понравилось, что мы не сразу разобрались здесь с тетрадями для школьников, они настолько отличаются от привычных нам, разлиновка, мы в них запутались, мы не сразу правильно купили, то есть мне очень понравилось, как другие родители нас поддержали, все это объяснили, выручили тетрадями, потому что, ну, мы точно не разобрались. И мне каждый раз мне повторяют, что если вам что-то будет нужно, вы можете обратиться к любому из нас, то есть родители. Мы всегда поможем, мы что-то для вас сделаем, то есть, пожалуйста, обращайтесь. Поэтому, чтобы дети как-то относились к Ульяне плохо, абсолютно нет. Им, наоборот, было очень даже интересно. Что-то они спрашивали о России или о каких-то словах русских, а как это сказать по-русски. Поэтому, что родители, что дети, все очень дружелюбно настроены, позитивно, проблем откуда мы нет никаких. Поэтому пока это все, что я могу рассказать о хорватской школе. Еще раз говорю о том, что о качестве образования я судить не могу. Пока мы качество на всякий случай будем поддерживать российской школой, насколько нас хватит, или пока мы не определимся, что мы делаем дальше. Поэтому, чтобы не упустить еще тонкости российской программы, у нас так, поскольку не приходится делать каких-то лишних заданий Ульяне в российской школе, ну, поскольку мы это контролируем, ее знания, не нужно готовить никакие доклады, поэтому много времени у нее это совершенно не отнимает и, скажем, негатива какого-то не вызывает. Если будут вопросы по школе, обязательно задавайте, потому что я даже не знаю, что еще вам может быть интересно рассказать. Я думаю, что ребенок, перешедший, допустим, из российской школы в хорватскую, не надо бояться, что он там что-то не поймет. Я думаю, что включится очень быстро. Возможно, там уже могут быть и дополнительные уроки хорватского языка, часы. Поэтому не бойтесь, все нормально, программа плюс-минус одинаковая. Все. Не забываем подписываться.